Radha Madhava Jai Kunja Bihari Jai Vishnupad Pramhangsha Prabhujakacharya Ashtadala Saraswamachala Abhacharana Bena Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki ISKCON Pratishthata Acharya Prabhupada Ki Ananta Kori Vaishnava Vrinda Ki Samaveta Gaur Bhakta Vrinda Ki Shri Nitai Gaur Siddhanath Brahmanandi Navadip Mayapur Dham Ki Prabhupada Ki Text number 7 Chapter 10 no, Chapter 27 7 Vidagya Yemad Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Dharma Prauchita Kaitava Atra Panamanena Matsananam Satam Vashtama Krashtu Shiviram Tapatrai Unmulanam Shrimad-bhagavatam Mahamane Kingvaik Pareshra Saddha Ridya Varudate at the Krutibisha Shabbat Akshanat Yemad Vidagya Jagadisha Maninas Tam Bhikshakale Bhayam Ashutan Madam Hitvaryamargam Prabhajantya Pashmaya Iha Kalanam Apite Nushashanam. You can chant. Tam Vikshakale Bhayama Shutan Madam Hitvarya Margam Prabhujantya Pasmaya Iha Kalanam Apite Nushasanam Kalanam Apite Nushasanam Yemat Vidhajna Jagati Shamanitas Tvam Vikshakale Bhayama Shutan Madam Hitvarya Margam Prabhujantya Pasmaya Iha Kalanam Apite Nushasanam. Vaishnavas. Tvam Vikshakale Bhayam Ashutan Madam Hitvarya Margam Bhajante Apasmaya Iha Kalanam Apite Nushasanam. Words, word for word, translation, purport. Prabhupada ki. Я, те, кто Матвидха, подобно мне, Агьянах, глупцы, Джагат Иша, повелителями Вселенной, Манина, меня от себя, Твам, тебя, Викшья, видя, Кале, во время опасности, Абхаям, бесстрашного, Ашу, быстро, Тат их. Тат, русское слово их. Мадам,
гордыню. Хитва оставляют арья, преданных, идущих по духовному пути. Маргам — путь. Прабхаджанти — они принимают. Апас моя — свободные от гордыни. Иха — поступки. Кхаланам — нечестивцев. Аппи — несомненно. Те — твои. Анушасанам — наставления. Перевод. Даже такие глупцы, как я, возомнившие себя повелителями Вселенной, очень быстро забывают о своем высокомерии и начинают идти по стопам тех, кто избрал духовный путь, когда они видят, что ты остаешься бесстрашным даже перед лицом неумолимого времени. Поистине, ты наказываешь провинившихся только для того, чтобы преподать им хороший урок. Комментарий учеников Его Божественной милости Шрилы Прабхупады. История знает множество примеров того, как высшая власть Бога сбивала спесь с глупцов. Современные лидеры, движимые гордыней, сражаются друг с другом, тогда как простые люди становятся заложниками их амбиций. Так и Индра, возгордившийся своим высоким положением, посмел покуситься на жизнь ни в чем не повинных жителей Вриндавана, воспользовавшись своим могуществом. Однако Верховный Господь решительно отразил его нападение и сбил с него спесь. В наши дни на Западе царит демократия, и народ, выбирая своих лидеров, разделяет с ними их судьбу. Когда правители, движимые гордыней, прибегают к насилию, людям, которые их избрали, приходится расплачиваться за агрессию своих предводителей. Вот почему людям, живущим в странах с демократическим строем, следовало бы выбирать правителей, обладающих сознанием Кришны, которые смогут управлять страной в согласии с законами Бога. Если же они предпочтут иной путь, то их правители-материалисты, подвластные воле Бога, будут наказаны, а сам народ, избравший таких предводителей, разделит их печальную участь, будучи в ответе за поступки своих избранников. Самое смешное, что в современных демократических странах не только правители мнят себя господами мира, даже простые люди, считающие лидеров всего лишь своими представителями, а не наместниками Бога, полагают, что они, то есть народ, управляют всеми делами в своей стране. Таким образом, наказание, о котором говорится в этом стихе теперь, как никогда раньше, грозит всем людям современного мира. Современному человечеству не следует превращаться в наглядный пример того, как из-за гордыни лишаются всего. Напротив, все люди должны смиренно исполнять волю всепривлекающей абсолютной истины Шри Кришны, личности Бога, и перейти в новую эру здравомыслия, покоя и торжества разума. Vandeham Shri Guru Shijita Kamalang Shri Gurun Vaishnavangscha Shri Rupam Sagara Jatam Sahagaram Raganatam Tang Shajivam Sadvaitam Savadutam Varijan Shaitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shibishakam Gurunshta Mantra Guru Achokta Shikha Guru Gonta Charanayagi Kari Abandon Vanchakaupadrube Ashcha Kripashendu Vichapaditanam Pavane Vaishnavanamanamanam Tarai Krishna Pastai Buddha Shmara Bhakti Vedanta Swami Tinamanam Shai Sri Devi Gaudavanam Shani Visheshashan Pastai Pastai. We're currently being chastised by the cataclysmic events. Now? Yeah. We are being chastised by cataclysmic events? Yeah. No. Okay. В наши дни мы с вами получаем наказание в форме катаклизмов. Prabhupada says in the purport. Это то, что говорит Шрила Прабхупада в этом Because комментарии. we've elected the materialistic people as leaders. Потому что мы с вами выбрали материалистичных людей как наших лидеров. So this is, Prabhupada would say sometimes demon crazy. Шрила Прабхупада иногда называл их демонические, сумасшедшие. Because the leader is determined by his popularity. Потому что лидера выбирают, основываясь на его популярности. Rather than his qualification. Вместо того, чтобы выбирать его, основываясь на его квалификациях. In Gita, Krishna, he describes the qualifications of leadership.
И в Гите Кришна описывает, какими качествами должен обладать лидер. Samadhamatap socham kshantir ajam vijnanam vijnanam ashtikyam jnana karma brahma karma vijnaniyam brahma karma the qualities, responsibilities of the Brahmins. Он описывает качества и ответственность, которую несут браманы. And the responsibility of the Kshatriyas. Shauryam I'm sorry, would you be so kind? Responsibility of the Kshatriyas, the qualities. Understood. Will you be quoting the verse? Can I look it up? It's 1842, Thank something you. like that. И также качество кшатриев он описывает. Soyam tejas triti daksham jute chapya palayanam dhanam ishvara bhavascha kshatra karma sabhavajam. The qualities of the Kshatriyas. И качество кшатриев он также описывает. And then Krishna goes on to explain the Vaishyas and the Sudras, but he doesn't talk about the qualities, he talks about the karma, the work. И дальше Кришна идет и описывает Вайши и Шудр, но он больше не говорит о их качествах, он говорит о том, что они делают. Krishi Gorakshavanijam. Krishi means farming. Криши означает варна, Krishi Goraksha and protecting cows, dairy. что они занимаются земледелием и защитой коров. And then Krishi Gorakshavana, Shudra Karma Subhavajam. Then the Sudras also is to assist the others, Sudra, to assist the other Varnas. И дальше Шудре предписывается ассистировать другим варнам. Prabhupada says they're labor, workers, labor. И Шрила Прабхупада называет их рабочие. So the Sudra and the Vaishya, they're described according to the work, not according to their qualities. И шудры, и вайши, они описываются в соответствии с их занятиями, не в соответствии с их качествами. Means that they're not evaluated. They don't have to worry about qualities. They just have to do the work of farming and cow protection. Что это означает? Что им не нужно волноваться о развитии каких-то определенных качеств. Они просто должны защищать коров и заниматься земледелием. But you see, the Kshatriya and the Brahmins, they're not described according to the work. They're described according to their qualities. Но кшатри и браманы описываются согласно их качествам, не согласно тому, чем они заняты. Soyam tejas dhriti daksham juti chapayapala. Shauryam means heroism. И дальше он говорит о героизме. Tejas means determination. Теджас означает No, power, решимость или strength. власть, Strength. сила. Soyam dhriti, determination. И дрити означает решимость. And daksham means competency. They can arrange things, manage things. Daksham. Дакшам означает находчивость, что они могут что-то устроить правильным образом. Expert. Специалисты. Judhe chapyapalanam, courage in battle. И дальше говорится об их отваге в битве. So we don't see that people become leader because they have these qualities. They're courageous. They're not afraid of death. И мы не видим сейчас, чтобы лидерами становились те люди, которые не боятся смерти, которые отважные. Prabhupada tells a story about Jashamanta Sen. Шрила Прабхупада говорит нам об истории Jashamanta Sen. Яшаманта Сена. He was a great general. Он был великим генералом, Hindu, индусом. yeah, and he fought against the Mughal invaders. И он воевал против моголов и их вторжения. One day he went to the battlefield, and he was defeated. И один день он проиграл битву на поле битвы. News of the defeat was sent to the palace. И новость о том, что он проиграл, потерпел поражение в битве, была отослана во дворец. And the queen also heard that Yasamanta Sen was defeated in the battle. И царица услышала о том, что Яшамати Сен был побежден в битве. So then later he came back to the palace. И позже, когда он вернулся во дворец, And the palace doors, the gates are all closed. и все двери были закрыты. So he sent the guards. Tell the queen to open the gates. И он послал посланников и сказал: скажите царице открыть ворота. He said, tell the queen that Yasamanta Sen has returned. Open the gates. И скажите царице, что Яшаманта Сен вернулся домой, пускай открывает двери.
And the queen sent back the response that, no, I will not open the gates. И царица послала обратно ответ, что нет, я двери не открою. Because my husband, he's a Kshatriya. Потому что мой муж, он кшатрия. So to go into battle, there's only two possible outcomes. И когда он идет с отвагой на войну, есть всего лишь два пути, как он вернется. He defeats the enemy. Либо он побеждает, Or he gives up his life on the battlefield. либо он оставляет свою жизнь на поле битвы. So this person who has been defeated and left the battlefield still living. И эта личность, которую победили, побежденная, и он оставил поле битвы и This вернулся. person cannot be Yasamantu saying it must be because he's a Kshatriya. So this person must be an imposter. Потому что Яшамати Сен, он кшатрия, и значит, что этот человек притворяется быть им. So this is the quality that you go into the battle, either you win or you die. И это и есть качество. Если вы идете на войну, вы либо умираете, либо выигрываете. You see, the Kshatriyas could gamble. Говорится, что кшатриям разрешено играть в азартные игры. Because to go in the battle, either you win or you die, that's all or nothing. Потому что, идя на войну, всегда играет принцип либо все, либо ничего. That's called all or nothing. Это называется все или ничего. So that requires, not everyone has that courage. И это требует определенного уровня характера, и не у каждого есть такая черта. And so this is what makes one a leader. Это та черта, которая делает человека лидером. And dhanam, charity. И дханам, то, что они очень щедрые. If a Vedic Kshatriya, if someone takes shelter of them, then they become responsible for protecting that person. В ведической культуре, если кто-то предавался им, просил их об убежище, то они заботились о таких людях. In the assembly of the Kauravas, when they insulted Draupadi, В собрании кауравов, когда они оскорбили Драупади, Duryodhana showed his thighs and said, "Here, Devi, come sit here." Дурьодана показал свое бедро и сказал: «Присаживайся сюда, Деви». And Dushashan, he held the hair of Draupadi and dragged her into the assembly. Dushashan. И Дукшасана, он тащил ее за волосы, притащил ее в это собрание. So Bhimshane, he was sitting there, he was like fuming, about to explode. Bhimshane. И Бимасена, он буквально с ума сходил, он кипел от злости. But because Yudhishthira, he was not giving the order, so that they were not taking up arms to chastise the miscreants. Ну, потому что Юдхиштхира не дал им такого приказания, они сидели молча и не схватились за оружие защитить ее. Because Yudhishthira, he was following the rules. He's the Dharmaraj, he's the king of following rules. Потому что Юдхиштхира, он Дхармарадж, он царь следования всем предписаниям. And they'd won in the gambling match. They'd won the booty of all of the dress, all of the weapons, all of the lands, and even the wife of the Pandavas. They'd won in the gambling. И во время этого азартной игры они выиграли все. Они выиграли бути, так называемую всю одежду, земли и даже жену. But at that time, Bhimshane, he stood in front of the assembly of kings. Но в этот момент Бимасена, он встал перед этой аудиторией царей. He said, "I make this vow in front of the great assembly of chieftains of the world." Он сказал: «Я даю эту клятву перед лицом всех царей мира, I will tear open the chest of Dushashan and tear out his heart. что я разорву грудь Дукшасаны и вырву его Drink сердце, his blood, и выпью его кровь, tear off his arms that touch the hair of Draupadi, tear off his arms, и оторву его руки, которые дотронулись до волос Драупади, and break the thighs of Duryodhana. и поломаю бедра Дурьоданы. If I do not fulfill this vow, Если я не выполню эту then my клятву, forefathers will not be able to enter the higher realms. тогда мои прародители не смогут войти на высшие планеты. I make this vow before the assembly of great kings. И я клянусь перед всей этой ассамблеей великих He царей. also said, "I will kill all of the 100 sons of Dhritarashtra." И он сказал: «И я убью всю сотню сыновей Дритараштра». So he gave his word. I will fulfill this vow, or else my forefathers cannot enter the higher realms. I make this vow in front of the great chieftains of the world.
Он сказал, что я клянусь перед лицом всех этих царей мира, что если этого не произойдет, тогда мои предки не смогут войти ни в какие ворота рая. So then, such a Kshatriya, he would rather die than not fulfill his vow. Такой кшатрия предпочел бы смерть тому, чтобы не выполнить свое обещание. In the battlefield, when the different Pandavas, when they got opportunity to kill in a fight with the sons of Dhritarashtra, Когда пандавы на поле битвы, у них была возможность убить сыновей Дритараштры, they would not kill them, они их не убивали, so that Bhimsen could kill them, чтобы Бимасена мог выполнить свою клятву. so he could fulfill his vow. Они не оставляли их ему. There was another time about this Jayadrat. He killed Jayadrat. He killed Abhimanyu. Джаядрат также убил Абхиманью. He was able at one time to defeat the Pandavas. И однажды он смог победить пандавов. So then the next day Arjuna said that, I will kill Jayadrat И на следующий день Арджуна поклялся: я убью Джаядрату. before the sun sets today. До того, как солнце зайдет за горизонт сегодня. This is my vow. И это моя клятва. If I am unable to fulfill this vow, Если я не смогу удовлетворить эту клятву, I will enter fire. я войду в огонь. Right? And so all the Kauravas, all we have to do tomorrow is save Jayadrat from being killed by Arjuna. И все кауравы возликовали. Все, что им требовалось, это один день защитить Джаядратху. И на следующий день они бы избавились от So they had Арджуны. him at the very end of all the Akshohini divisions of the Kaurava army, right at the very end. He was Поэтому there. они спрятали его позади всех дивизий кауравов. And they were all meditating. They had a big focused meditation session in the morning. Today we protect Jayadrat. There was no other objective. Jayadrat must live. И сегодня у них была такая медитация, четкая медитация у всех кауравов, что мы должны защитить Джаядратху. Он должен выжить сегодня. Because when the sun sets, if Jayadrat is still living, Потому что если сядет солнце, а Джаядрат все еще жив, then Kuntiputra he certainly will enter fire. тогда Кунти-путра точно войдет в огонь. Because he has made this vow in front of the assembly of kings. Потому что он поклялся перед лицом всех царей. So the different things happened with that story that Arjuna he managed to slice through the whole of the Kaurava army and eventually kill Jayadrat. Очень интересная история, но Арджуна смог пробиться через всю армию кауравов и убить Джаядратху. And similarly, Bhimchen, he managed to fulfill all of the vows that he made. И Бимасена также все, о чем он поклялся, он осуществил. But modern day leaders, they're so shameless. Но наша с вами элита, они настолько бессовестные. They will stand there at the campaign and they will say so many things. We'll do this, we'll do that, we'll do this. Они будут стоять, когда они на выборы готовятся, и будут обещать и говорить: я и вот это сделаю, и вот это сделаю. And then after 2 years, only it takes 1 or 2 years, they say, no, we won't do that now. This is we'll change policy. И всего лишь год или два проходит, и они говорят: нет, политика изменилась, не будем этого больше делать. And the foolish people are they're accountable for electing such unqualified persons as И their leaders. глупцы, как говорит здесь Шрила Прабхупада, они отвечают за то, что они выбрали таких бесхребетных лидеров. In fact, you see in recent times, at least in the Western world, you see that the people actually, because of their disqualification, they're elected. Because of their disqualification. По крайней мере, в последнее время на Западе вы можете посмотреть на то, что те, кто абсолютно не обладают никакими качествами, как раз их-то и выбирают. There's people in the West, I don't need to mention their names. На Западе есть лидеры, даже не буду говорить по именам, всем понятно. But they just lie and lie and lie and lie. They tell lie and it's just blatantly lying. Они врут напрямую, просто в глаза врут. And then the people, they like that, they elect that person, so it means that we can also be a liar. И так людям нравится, как они говорят, но это значит, что, выбирая их, мы также сможем врать. Just see, the president, he just says whatever he wants for his own convenience. Смотрите, президент может сказать все, что ему угодно для своей собственной достижения своих целей. So let's vote for him and then the whole standard is lowered.
Давайте за него проголосуем, и тогда весь стандарт правды понизится. And all he's offering is sense gratification. They're elected according to how much sense gratification they can offer you. На самом деле их выбирают за то, насколько, до какой степени они могут удовлетворять чувства людей. So this is demon crazy. Это называется демонически You сумасшедшие. it's not on qualification, it's just based on your popularity. Это не основывается на квалификации человека, это основывается на его популярности. So in India, you see the phenomena that there are many cinema performers. They become the government leaders, cinema performers. Вы можете видеть это удивительное, эпизод. Здесь также происходит в Индии, что те, кто в кино, киноактеры играют какие-то роли, что они зачастую потом избираются людьми на государственные посты. And sportsmen. Или спортсмены. Just like there was the president, one president of the United States, great actor. He was Ronald Reagan during the time of what was his name? Gorbachev. Yeah, Gorbachev and Reagan. He was an actor. Reagan was a film actor from Hollywood. Вы знаете, как был президент Рейган во времена Горбачева в Америке, и он был просто голливудским актером. And then there was the governor of California. He was Schwarzenegger. Maybe you saw Russian translations of Schwarzenegger movies. Yes. Вы, наверное, видели фильмы с участием Шварценеггера. Он также стал губернатором Калифорнии. There's Commando Schwarzenegger. Команда, он в этом фильме участвовал. So the people, they love him because they think he's like, and they see the movies, he's a great hero, they think he's like that in real life. They elect him. Люди смотрят в кино и видят, что он настоящий герой, и они думают, что в жизни он такой же, и таким образом выбирают его. The Prime Minister of Pakistan. Посмотрите на премьер-министра Пакистана. He was the great batsman of Pakistan cricket. Imran Khan. He was the cricket batsman. Иман Хан, он был на самом деле тот, кто в лапту играет крикет. Он cricket играл. Yeah, in South India, many the state politicians, they're cinema stars. И в Индии очень много на государственном уровне политиков, которые бывшие актеры в кино. And the people, they're popular with the people. And sometimes they retire from sport, they retire from the cinema, and they become politicians, they become very successful. Люди, которые популярны среди народа за то, что они хорошие актеры или они в спорт хорошо играли. Когда они отходят от спорта или заканчивают свою карьеру в кино, они становятся политиками. And then the Brahmins, the people, they have no faith in the Brahmins in the modern age. People have no faith in the Brahmins. В современном мире у людей нет веры в браманов. Just like in the Western countries, the Catholic Church. Точно так же, как на Западе сейчас католическая церковь. So many the priests are child abusers, and they're in the jail, and drunkards. Столько вообще проповедников там, они. Maybe I don't know in Russia if they discovered these things yet. Они, значит, замешаны в скандалах с детьми, и я не знаю, может, в России тоже так происходит. I grew up in the Catholic family childhood. Я вырос в католической семье. But even in my lifetime, но даже во время моей жизни, with 6 brothers and sisters, было 6 братьев и 6 сестер. And my mother, и моя мама. They all gave up the religion. Они все оставили религию. Yeah, because of disgust with the behavior of the priests. Потому что они были абсолютно разочарованы в поведении проповедника. No one has faith in the priests in the modern age. Никто больше не верит в церковь. It's just some etiquette, some social, show social respect, but they don't think they have any potency. Они оказывают им какое-то социальное почтение, но они не обладают реальной властью. Because they don't follow the Brahminical principles. Потому что они не следуют браманическим принципам. Dhamma, tapa, socham, kshanti, they don't take bath, socham, they don't know how to clean themselves. Они не тапа, не шути, значит, что они не знают, как правильно очистить себя. Dhamma, tapa, they eat anything, they drink, eat anything, they drink and eat meat and. Они не просто не едят чистую пищу, они выпивают и едят мясо.
So in this way, therefore, because of the leadership is compromised in Kali Yuga, the spiritual leadership and the administrative leadership, everything compromised. Поэтому в Кали-югу административное управление, а также религиозное или духовное управление, они скомпрометированы. So everyone suffers as a result of that. И как результат мы все страдаем из-за этого. Chaturvana mayashishtam gunakarmi vibhagasha. The system that Krishna establishes himself is not followed. Система, которую нам дал Кришна, ей не следует. What is that? Naso sasya ahankara vimudatma naso sashi vinangshishi. If you do not naso sashi, you don't hear my advice and you don't follow vinangshishi, everything is destroyed. А в этом стихе Кришна говорит, что если ты не следуешь моему совету, все будет разрушено. So recently we had the pandemic. Недавно у нас с вами была пандемия. Now, actually, if people live more traditional lifestyle, such a thing would never have happened. Если бы люди жили более традиционной жизнью, такая вещь бы никогда не случилась даже. But because people, they travel so much all over the world because of the airplanes and air flight, which is not natural to travel so much. People, there's so much heat, there's so many planes, so much people going all over the place, the oil, burning it up. Ну, потому что у людей есть самолеты и есть возможность путешествовать. Они путешествуют по всему миру. Это неестественное положение вещей. Столько путешествовать туда-сюда и сжигать столько горючего. People just fly all over the world just because the oil is the petrol available. You can buy a ticket, you can go. Потому что петрол, то есть бензин, он доступен, и можно просто купить билет и полететь по всему миру туда-сюда. When Prabhupada, he came on a boat, he came on a ship. Когда Шрила Прабхупада прибыл в Америку, он приехал на корабле. That's 60 years ago, but just see how much less international travel was there, how much less people traveled. Это всего-то было 60 лет назад, но вы можете увидеть, насколько меньше люди в то время путешествовали. And ideally, you don't travel like that. You live in one area, you make your livelihood, you produce your food. You don't travel all over the planet like that. И в идеале вы просто живете в одном месте, сами производите свою еду, и вы не путешествуете по всему миру. So very quickly, one virus in one place in the world, very quickly it spread all over the world. Поэтому один вирус в одном месте очень быстро распространился по всему миру. Within a few weeks. В течение нескольких недель. So this is because we have no vision about how actually society should be. People, if they want it, you can do it. If you want it, Потому что у нас нет видения того, как вещи должны быть правильно устроены. Если люди хотят, они просто это делают. There's no leadership that decides that actually this is not good for humanity. Just stay in one place and leave the oil where it is and be peaceful. Лидеры общества не говорят им, просто сидите в одном месте, оставьте бензин в покое и не путешествуйте. There's no leadership that actually has vision what's good for humanity and makes decisions and governs. Нет такого у нас устройства, руководства, которое могло бы сказать, что хорошо для всего человечества и правильно управлять. Kamopaboga parama. Everyone is just how much sensory gratification we can get immediately. That's the system upon which decisions are made. Сейчас система того, как люди принимают решения, базируется на том, сколько наслаждения чувств я могу получить в самый ближайший данный момент. The blind leading the blind. Те, кто слеп, ведут слепых. And mobile phones. I mean, what is doing to people's brains? Constantly looking at the screen all day. Мобильные телефоны, компьютеры. Что это делает с мозгом человека? Весь день смотреть в этот экран. These children that just, they're addicted. They've got to have a touch screen. Otherwise, their brains don't work anymore. И дети, они становятся полностью зависимы. Им нужен обязательно тачскрин, иначе их мозги просто не работают. How that will affect people's intellectual and this cognitive functioning, how that will affect the development of that in the children in the future, we have no idea.
Мы с вами на самом деле не знаем, как в будущем такого рода зависимости повлияют на развитие когнитивных функций человеческого мозга. Maybe within a few generations people won't be able to handwriting anymore. Может быть, через несколько поколений люди уже больше даже от руки писать не смогут. And we went to place a few days ago. We went to the place where Dhenu, where Srila Vrindavan Das Thakur wrote Sri Chaitanya-bhagavatam. Несколько дней назад мы поехали в Дхинуру. Это место, где Вриндаван Дас Такур написал Шри Чайтанья-бхагавату. And you can see the beautiful handwriting. И вы можете увидеть, как красиво у него было прописью все записано. Mahaprabhu, he bestowed the title upon Rupa Goswami Ratnabahu, jeweled handwriting. И Махапрабху дал титул Ратнабаху Рупи Госвами за то, что у него был очень красивый That is почерк. education. Это образование. This vidya, this Mahaprabhu also he learned. Mahaprabhu learned from the greatest scholar of grammar in Sanskrit in all Navadip. Видя, это значит знание. И Шри Чайтанья Махапрабху также получил такое образование от самого великого ученого того времени. Vyakaran Shastriya Ekanta Tattubit. He was as learned as you could possibly be in the Sanskrit grammar. Его называли татвавид. Он был самым знающим всей грамматики санскрита. And Gangadas Pandit. Гангадас Пандит, Yeah. кто дал ему образование. And Mahaprabhu was the topmost, even in the young age, he became the topmost student. И даже когда он был очень маленьким, Чайтанья Махапрабху стал лучшим студентом. Joto Bhakko, Gangadas Pandit Koren Shukrit Shunile Matro Thakur Doren. Whatever Gangadas Pandit said, Что бы ни сказал Гангадас Пандит, Sukrit Shunile Matro, hearing it once, услышав это единожды, Thakur Doren. Sachinandan would remember that. Шачинандана запоминал. Imagine seeing the handwriting, actually the residents of Nadia and Navadip, they all gathered around, they were all enchanted. Можете себе представить почерк всех этих жителей Навадвипы, которые вокруг собирались и были абсолютно очарованы Нимаем. Seeing Sachinandan write the Bengali letters. Глядя, как Шачинандана красиво пишет алфавит бенгальский. And he would write the names of Krishna. И все, что он писал, это имена Кришны. Murari, Vanamali, Bangshidhari. In this way, and all the village people would stand and watch him writing and pronounce the Bengali alphabet. И все эти жители деревни собирались и смотрели, как он писал и произносил все эти имена Кришны. Was that Ghore, Sharva Shastrer, Bhujya Shamihito, Gaushima Jay, Prabhud, Porite Hoilu Chitto. At home, he actually, Sharva Shastrer, Bhujya Shamihito, he understood the conclusion of all the Shastras just at home, even before he went to school. Дома он выучил все выводы священных писаний, даже перед тем, как он пошел в школу. Goshti Majay, Prabhu, Porite Hoilu Chitto. But Goshti Majay means in the association of others. Goshti, Ishta Goshti. Goshti means like-minded people. Но все же он принял гоштхи. Гоштхи означает собрание людей, близких по духу. Goshti Majay means in a group of with others, of like-minded Brahman, Rishiputras. Гоштхи Маджа означает, что он был вместе с подобными ему детьми, которые были из семей браманов. Porite Hoilo Chitto. Porite means to study. Изучал. Hoilo Chitto. In other words, he desired, even though at home he knew the conclusions of all Shastras, he desired to study in the association of others. В этом стихе говорится, что несмотря на то, что он уже знал все заключения Писаний, он все равно хотел изучать их в присутствии других, в группе с другими. So that his brilliance, intelligence and scholarship could shine like a brilliant jewel amongst the Navadip Brahmins. Чтобы его образование, его способности, его уникальность, чтобы они сияли, как драгоценный камень среди браманов Нади. So he's Navadip Chandra. He's the rising moon of the aristocratic Navadip society. Navadip Chandra. Его называют Навадвип Чандра, что он восходящая луна аристократического общества Нади. Dvijamani. Dvijamani. The mani means the jewel. Двиджамани. Мани означает драгоценный камень. The jewel of the twice born.
что он является драгоценным камнем дважды рожденных. So to see the jewel shining, it has to be surrounded by other gems, precious gems. Чтобы на самом деле увидеть настоящее сияние драгоценного камня, нужно, чтобы он был окружен другими драгоценными камнями. Chatudik hoite lok navadipe chai navadipe porile she bidoroshpai. They came from all over India. Chatudik hoite, from the four directions they came. Navadipe jai, they came to Navadip. The scholars, the students came to Navadip. Студенты и ученые приезжали со всей Индии в Навадвипу. Navadipe porile she bidoroshpai. Because if you studied in Navadip, she bidoroshpai, you get the taste for learning. Потому что если ты учился в Навадвипе, ты получал вкус к познанию. So just like Gopal in Prajabhumi, he was the most cherished darling of the cows and the Brahmins. Точно так же, как Гопал во Вриндаване, он был самым дорогим объектом любви для браманов и коров. And Ramchandra, he was the greatest king, and everybody loved his leadership. И Рамачандра, он был великим царем, и все любили его руководство. Similarly, Vishwambar Shatiputra, he was the greatest of the Brahmins of Navadip. И Вишвамбар Шатипутра был самым великим среди браманов Навадвипы. So, that is learning. И это и есть познание. Study Shastra, study Sanskrit, study the Goswami Granth. Изучать шастры, изучать санскрит, изучать Госвами. And what are we doing in society now? Just applications and this and this. What sort of education is that? А что мы сейчас делаем в обществе? Посмотрите, они просто смотрят, быстро что-то запоминают, что они делают. But actually, Prabhupada wanted us to re-establish a governance of a Vedic style. И Шрила Прабхупада очень хотел, чтобы мы с вами возродили способы руководства ведического In стиля. 1968, Prabhupada bought the West Virginia property New Vrindavan. В 1968 году Новый Вриндаван в Западной Вирджинии был куплен. So only there was a center in New York and there was a center in San Francisco. К тому моменту у нас было только 2 центра в Нью-Йорке и в Сан-Франциско. And so many cities in America. И на самом деле так много есть городов в Америке. But even only after 2 centers, and Prabhupada invested so much of capital and power and manpower into a remote forest area of West Virginia and put devotees in New Vrindavan. Но Шрила Прабхупада вложил столько капитала, столько преданных, столько усилий в то, чтобы купить в отдалении ферму в Западной Вирджинии. And he said, you stay here, you don't come and go to the market. You stay here, you grow your own food. И он сказал, не ходите на базар, оставайтесь здесь и растите свою собственную еду. You make your own clothes, Делайте свою собственную одежду, make your own buildings. стройте свои собственные дома. Even 100 years ago, all of your grandfather and their grandfather were making their own homes with the woods from the forest. Даже 100 лет назад ваши предки, ваши дедушки, они все строили свои дома из того леса, который был неподалеку. And farming, is it not? И фермерством занимались, разве нет? I'm from Australia. My grandfather, their father, they used the bullocks and they plowed the land and they made farms and they grew grains and from the land they lived. Я из Австралии, и мой отец, и мой дед, они на самом деле использовали быков для того, чтобы вспахивать поля, и они собственную еду выращивали, и собственные хлеба и так далее. Разве нет? How much society is removed from relying on nature for sustenance? Насколько уже общество отдалилось от того, чтобы опираться на природу в своих естественных потребностях. People live in the cities, they go to the supermarket, the milk in the carton. Люди живут в городе, они идут в магазин, покупают молоко в пластиковом пакете. The water, they're not from the river. The water is from the plastic bottle. It's been there 3 years before ago. It was packaged. Вода уже больше не из реки, она из пластиковой бутылки, которая находилась там больше 3 лет. Navadipe Shampoti, Ke Borne Bare Pare. Who can describe the glories of Navadip Dham? Кто может описать эту славу Шри Навадвипадхамы? Ek Ganga Ghate Lokalok Shnan Kore. At one ghat, there's 100,000 people bathing. В тот момент в одном гате купались 100 тысяч человек. There's no taps, no shower, no Bisleri, Joel.
Не было никаких краников, не было никаких душей, не было бислери водички. The ladies, the men, the children, everyone would go to the Ganga, take bath, Женщины, мужчины, дети, все бежали в Гангу, чтобы принять wash омовение, clothes, чтобы постирать collect одежду, water, take home for puja, for cooking, everything. собрать воду для того, чтобы дома сделать пуджу или приготовить на ней. There were no factories in UP which are pouring so many chemicals into the water like now. Не было никаких фабрик где-то там в ЮПи, которые отравляют нашу воду. So Prabhupada, we may not be able to stop the demoniac leaders and the governments and their mischievous activity. Мы, к сожалению, не сможем остановить демонические правления в их ужасном том, что они делают. But at least we should have some communities which actually are Gita Nagari, which are based upon the principles of Gita and leading society like that. Но у нас должны быть какие-то небольшие общества, которые основываются на принципах Гита Нагари и могут самообеспечивать. And Prabhupada, he so much importance that he personally, that New Vrindavan, and he encouraged so much right from the beginning. И Шрила Прабхупада лично, почему он так сильно вдохновлял и купил эту ферму в Новом Вриндаване? But we have neglected most devotees living in the cities, our farm communities, not over the world, or globally, not sufficient. Но большинство преданных выбирают жить в городе, и тех общин, которые у нас есть, фермерских общин, их недостаточно. So last 2-3 years, the cataclysmic events. И последние 2-3 года мы с вами наблюдаем все эти катаклизмы природы. You know, at least now we're being forced to. We didn't do before. We could have. Now we're being forced to. The society collapsing. И теперь наше общество полностью разваливается. И раньше мы не хотели, а теперь мы просто вынуждены жить таким образом. So here you're all in Mayapur, so that's good. Итак, мы с вами все в Майяпуре, это хорошо. Yeah, fine. So it looks like, there's enough space here. We can all get shelter here in Mayapur. Выглядит так, что здесь достаточно места для всех нас, чтобы мы все поместились. But in Europe and these countries, Ukraine and Russia and these places, there's everything. Who knows how bad this will become? Но в Европе, в России, в Украине мы не знаем, насколько хуже ситуация разовьется. So now we have to get out of these, break our dependence on the modern industrialized civilizations and make our own communities independent. Нам нужно с вами теперь разорвать эту порочную связь с тем, что мы зависим от внешней материалистичной цивилизации, и иметь общины, которые будут самообеспечивающиеся. Still now, there's hope that we can do. Это мы до сих пор с вами можем сделать. But in the future, maybe even it will become impossible to do. Но в будущем, может быть, это даже будет невозможно. So now we have to consider the future of our children. Поэтому нам с вами нужно задуматься над будущим наших детей. And what future do we want to give to them? И какое будущее мы хотим им оставить? Yeah, so this should be done. We should create such communities. Это должно быть сделано. Мы должны создавать такие общины. The will of the all-attractive personality of Godhead, Shri Krishna, and usher in a new era of sanity, tranquility, and widespread enlightenment. И он цитирует из That's the last line of the purport. Last line of the purport. Sorry. И все люди должны смиренно исполнять волю всепривлекающей абсолютной истины Шри Кришны, личности Бога, и перейти в новую эру здравомыслия, покоя и торжества разума. So any questions? Есть вопросы? Нарада Муни Прабhu. Thank you for the class, Prabhu. А вот этот комментарий написан столько лет тому назад, а он написан для сегодня, для днешний день. Переведи, просто. This commentary has been written by Srila Prabhupada so many years ago, but it feels like it was meant for today. Yeah. И Прабhu говорил, что мы нужно жить в общине, и там простая жизнь и высшее мышление, это прекрасно, но кто будет проповедовать?
Srila Prabhupada told us to live in those kind of communities and live with a simple life and higher thinking. But who is gonna preach then? Well, that's also preaching. Это также проповедь. Конечно, это проповедь, но встреча с преданными на улице и городах – это самая настоящая проповедь, когда раздает книги Прабхупады. But to see the devotees on the streets of the cities, those devotees are really doing the preaching work who gives Srila Prabhupada's books. Yeah. So both are required. Оба нужны, оба подхода. Yeah. And Prabhupada said that the brahmacharis and sannyasis should live in the cities. И Шрила Прабхупада сказал, что брамачари и саньяси должны жить в городе. And those at a higher level, certainly. И те, кто находится на более высоком уровне. But also the farm communities, that's also preaching. Но фермерские центры – это тоже проповедь. Otherwise, we distribute the books. People, you take the books. А иначе мы с вами распространили книгу, возьмите книгу. And then they read the first canto. И они читают первую песнь. And then they ask, so how are you doing? И они спрашивают нас, так вы так We живете? say, no, it's just in the books. Это в наших книгах с вами. So actually, I joined the movement. We had a first canto, chapters 1 to 7, paperback. Когда я присоединился, первая песня была выпущена в бумажных обложках с 1 по 7 главу. Small like this, big, chapters 1 to 7, canto 1. With the, С 1 по 7 главу такие небольшие книжечки издали. and I got that book. И это ту книгу, которую я And in первую the book прочитал. there was pictures. И в книге были картинки. And the pictures were of the devotees on our farm in New South Wales. our И farm. там была фотография, на самом деле, преданных в нашей сельскохозяйственной общине в New South Wales. This big handsome Australian man with a dhoti, big. Такие здоровые молодцы, австралийские в доте. He's plowing with a horse. He's plowing the land with a horse. И там была фотография того, как они пашут поле на лошадях. And behind a beautiful New South Wales farm, beautiful country. Yeah. И позади можно было видеть очень красиво New South Wales, там очень красивая природа. New Govardhan, farm community, New Govardhan. И эта община называется New Govardhan. Yeah. So I saw that picture. И я увидела эту картинку. That was enough for me to become devotee. Для меня этого было достаточно, чтобы стать преданным. Yeah. Yeah, but I never was allowed to go and live on the farm. Но меня никогда даже туда не отвезли, не позволили приехать на ферму. Anything else? Есть еще вопросы? Thank you, Granthad Shrimad-bhagаватам ki jai, Srila Prabhupada ki jai, Gaur Premanande Hari Hari Bol. Shamaveta Gaur Bhakta Vrinda ki jai.